Добрый день, дорогие друзья! Еще один из вопросов, которые часто задаются, это тазобедренные суставы. Ну и как обычно покажем 2-3 упражнения, которые могут, такой термин как коксартроз тазобедренного сустава исключить из вашей жизни практически навсегда. Первое упражнение — это упражнение похоже на циркуль. Да, то есть, когда вы из основной стоечки, стопы параллельно коленочке подсогнуты, таз подобран, макушечка натянута, вверх ручки натянуты, переносите ось на одну ногу и вторую ножку вытягиваете перед собой вперед, включая тазобедренный сустав. То есть так, чтобы вот такое положение, вот если вы вроде бы вытянули все, а здесь у вас ничего не работает, это неправильно. Я специально обращаю внимание, что типичная ошибка. Натяните ногу вперед таким образом, чтобы у вас вышел тазобедренный сустав, и здесь вот была угол такой вот между ногой и телом был не жесткий, а скругленный. Тогда вы сразу почувствуете совсем другие ощущения внутри сустава. И начиная движение чертим полуокружность, я бы даже предложил не полуокружность, а расширяющаяся спираль. То есть в каждый момент времени вы чуть-чуть сдвинули ногу, дотянули ее по вектору вдоль ноги. Опять сдвинули, дотянули, сдвинули, дотянули, сдвинули, дотянули. Вот тогда у вас связки тазобедренного сустава заработают очень хорошо. Вот. В одну сторону и точно так же в другую сторону. Собственно говоря, повторить на 2 ноги. И время выполнения, попробуйте для себя любимых хотя бы в течение минуты туда-обратно одной ногой, в течение минуты туда-обратно второй ногой. Это позволит сразу получить терапевтический эффект. И еще парочка упражнений тоже для тазобедренного сустава, достаточно эффективная, но уже не система Белояр, а система Здраво. Да, то есть я специально ручки положу на то место, где у меня тазобедренные суставы. То есть мы будем двигать, в данном случае будет правый тазобедренный сустав, движение по кресту. То есть мое внимание на сустав. Вот предлагаем вот такой вот крест в сагитальной плоскости. Да, вот туда, 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 туда. И этим суставом мы начинаем двигать, соответственно, вверх по кресту, вперед по кресту, вниз по кресту и назад по кресту. То есть вот такое вот круговое движение. При этом, обратите внимание, специально держу руки на суставах, да, что второй сустав неподвижен. То есть двигается ровно один сустав. Нет вот этих вот красивых движений. Вот без них. Вот. В этой плоскости. Следующую плоскость мы вот крест представляем лежачим на столе. И опять двигаем одним тазобедренным суставом. Вперед, в сторону, назад, к себе. То есть вот это движение, при этом опять этот сустав неподвижен. То есть ровно половинка тазобедренного таза работает. Да? И остался у нас еще последний круг вот такой вертикальной плоскости. То есть вверх, в сторону, вниз, к себе. Вот такое вот движение. Опять стараемся, чтобы с этой стороны сустав за счет того, что подобран таз, не двигался. Тогда у вас будет работать именно связки и мышцы внутри сустава. Все, спасибо. Кому что непонятно, пишите, звоните, подписывайтесь. Буду рад видеть, ответить на любые вопросы.